Здравствуйте, дорогие друзья! Извините за задержку, влога, как так получилось, к сожалению, так как у нас была засуха сначала, и было не до этого. Конечно, не так много получалось снимать. А потом прошли дожди, и сейчас мы полностью на огороде. Поэтому, как только мы закончим, обязательно порадую вас чем-то новым и интересным, потому что интересности есть, и их нужно снять, потому что я закончила и 2 вышивки, даже 3. 3 новые вышивки я закончила. Создала красивые заколки из полимерной глины, и сейчас еще буду продолжать снимать. Как раз мастер-класс я для вас сниму, это уже в следующем будет влоге. Много всего наснимала. Сразу, как смогла, я вырвалась в деревню. Оно того стоит. Невероятное ощущение свободы, возможность пробежаться по любимым тропкам, вдохнуть предгрозовой воздух. Я очень люблю грозу. Ливень, грохот там где-то далеко, то раскатистый совсем рядом, изредка сверкающие молнии, и то темнота, то просветы вдалеке. Спрячешься в доме, пьешь чай с печеньем и наблюдаешь за всем этим действом. Здесь дом, здесь уют, запах пряной травы, которая сушится по всему дому, мурлыканье муси. Я думаю, вы знаете, что я записываю собственную кулинарную книжечку с удачными и вкусными рецептами. У меня есть 4 раздела, которые регулярно пополняются не только новыми пирожками, но и наклейками и вкладышами. Один из таких рецептов я нашла и записала в прошлом году, и с тех пор это печенье стало для меня символом июля. Печенье из мяты невероятное, освежающее, и вкус у него интересный. Я не повар от слова совсем, я лингвист, но постараюсь вам что-то приготовить. Например, думаю, у всех, кто захочет, будет возможность выпить чаю с мятой и мелиссой и мятным печеньем. Здесь невероятно большое поле для экспериментов с разными травами. Можно добавить даже разные цветы или ягоды. Но сейчас нам понадобится мята, сахар, 1 яйцо, сливочное масло и мука. У нас в эти дни был большой сбор мяты и мелиссы, поэтому я сразу отложила несколько веточек от общих корзин, а затем отделила листики. Мяту необходимо промыть. Затем кладем ее, сахар и яйцо в блендер и перемалываем, чтобы получилось зеленое пюре. Теперь добавляем мягкое, но можно и растопленное масло, затем муку и замешиваем тесто. Сейчас его необходимо поставить на 30 минут в холодильник. За это время можно убрать и подготовить рабочую поверхность или еще что-то приготовить. Обычно я пеку еще что-то, поэтому пока тесто в холодильнике, замешиваю тесто для советских песочных полосочек с вареньем и посыпкой. Достаем тесто и раскатываем. Формочки я выбираю летние. У меня это обычно самые простые – сердечки да кружочки.
Тем временем разогреваем духовку до 180 градусов и ставим печенье туда. Выпекаем 13-15 минут, но у всех духовка разная, поэтому смотрите по готовности. Внизу они должны быть подрумянены. Сейчас хочется успеть все по максимуму и встретиться со всеми. Я была в городе, и неделя, проведенная там, была наполнена событиями. Это и прогулки по знакомым улицам, и презентация книги Кати Когут, и кино, и дни рождения, и поездки в интересные места. Мне Катя Когут сейчас подарила книгу. Не обращайте внимания, что здесь написано Катя Проскурякова, это тоже Катя Когут. А еще она мне ее подписала. Минутку. Вот, смотрите. Небольшая реклама от YouTube-канала Пушкино море. Сейчас же впереди сезон земляники, малины, грибов, иван-чая. Однако с этим трудно, так как у нас стояла большая засуха и нормальных ливневых дождей не было до сих пор. Они, конечно, бывают, но этого недостаточно. Хотя надеюсь, что сейчас ситуация изменится. Практически все время сейчас у нас занимает огород. Сорняки пощады не знают. Поэтому в перерывах между картошкой и морковкой я стараюсь хотя бы немного уделять время рукоделию. Описаны многие виды растений, птиц, млекопитающих, пресмыкающихся рыб. Наверное, при сравнении всех путешествий Пржевальского... Во время прополки я включаю подкасты или аудиокниги. И абсолютно все двигается быстрее и с пользой для мозгов. А параллельно идет заготовка чая, поэтому дома царит таинственный травяной аромат. Крапива, дикая смородина, малина, пряные травы, клевер. В нашем саду тоже кое-что поменялось и будет меняться. Мы посадили деревья в передней части, а вот огород планируем перенести за забор на поле. На одной из клумб теперь растут вот такие грибочки-поганочки, которые мерцают волшебным светом с наступлением темноты. Кстати, дождя они тоже не боятся, а работают на солнечной батарее. Их я заказала на AliExpress как и лейку, которая теперь висит на бане. Я сейчас постоянно снимаю, да, и идей у меня довольно много, поэтому в ближайшее время я точно не пропаду. Раз в месяц ждите меня. А сейчас хочется вам сказать до скорой встречи и спасибо, что смотрите мои мини-фильмы.